Приветствую! В этом видео мы разберемся, как делать менюшку на запястье с помощью новых возможностей XR Interaction Toolkit на Unity. А зачем тебе эта механика, спросишь ты? И вопрос логичный. Затем, что на контроллерах ограниченное число кнопок, и чтобы эти кнопки занимать более полезными функциями, необходимо как-то разгрузить их. А как их разгружать? А ты можешь меню показывать с помощью поворота контроллера и не использовать кнопки. Пока остальные изучают примитивные технологии, вкладывайся в будущее и создавай новые профессии самостоятельно, а мы поможем тебе с помощью интенсива VR Game Design на Unity, в рамках которого ты получишь основные сведения для того, чтобы стать разработчиком под виртуальную реальность и создать свою нишу и самому диктовать цены на свои услуги. Переходи по ссылке в описании, начни вкладываться в технологии будущего уже сейчас. Для удобства хотелось бы hand-меню добавить в какой-то родительский элемент. Создаем create empty parent. Это будет наш hand-меню object. И его мы теперь можем прикрепить к нашему контроллеру. Давайте возьмем left hand и переместим меню дочерним элементом нашего left hand. Вот у нас такой префаб получается. Надо будет перезаписать его. В чем фишка? Сейчас наша менюшка всегда будет показываться. Давайте это и продемонстрируем и посмотрим, как она вообще себя ведет на практике. Помните, что наш префаб, он появляется только после подключения к сети. Поэтому нам нужно подключиться к сети с помощью нашей же кнопки и нажать Start Game. И смотрим, что на левом контроллере у нас появился вот такой вот элемент меню. Он, конечно же, не очень здорово выглядит, потому что он привязан к контроллеру и к концу его. Нам нужно сделать так, чтобы мы могли, во-первых, с этой менюшкой взаимодействовать оптимально, а во-вторых, чтобы мы ее показывали только когда мы смотрим, допустим, вот в таком положении на запястье. То есть нам нужно сделать способ, чтобы эта менюшка как-то появлялась или как-то исчезала. Давайте попробуем это сделать самостоятельно, без вообще какого-либо кода. Для того, чтобы нам это проделать, возвращаемся в Network Player Prefab. И мы должны покрутить нашу менюшку. Для начала мы должны разместить Hand Menu Object. Его нужно покрутить. То есть мы вот таким образом как-нибудь покрутим его, чтобы параллельно плоскости одной из джойстика этот элемент меню находился. А также, для чего мы сделали родительский элемент, чтобы мы могли наш canvas, вот этот hand меню, крутить. Нам его нужно повернуть на 180 градусов. То есть, чтобы мы видели меню вот с вот этой стороны. Для этого можно взять и попросту изменить координату у этой менюшки. Rotation на минус 360 градусов. Смотрим, что у нас получается. Нет, не так. Давайте покрутим вокруг оси Y эту меню. И на 180 градусов. Ошибся. 180 градусов. Вот, на 180 градусов крутим. И получается, что менюшка вот уже с этой стороны. Теперь мы можем немножечко наш объект игровой сместить в бок, чтобы нам удобнее было взаимодействовать с этой менюшкой вот в таком положении. То есть положение, как бы мы смотрим на кисть свою. Мы уже делали что-то подобное с меню для кисти в предыдущих видео, но сейчас мы сделаем в новой версии XR Interaction Toolkit, чтобы было разнообразие и удобство. Вместо того, чтобы биндить на какую-то клавишу эту менюшку, мы будем ее показывать в зависимости от того, куда наш игрок смотрит. Будем использовать Gaze Interaction. Теперь нам нужно добавить Gaze Interactor. Чтобы это сделать, нам необходимо добавить к нашей камере сферу. 3D Object Sphere. Добавляем. Размер у этой сферы давайте сделаем 0,7. Чем больше значения радиуса, тем у нас будет эффектнее и плавнее менюшка открываться или закрываться. Нам необходимо удалить Mesh, рендерер и, в общем, удалить все, что связано с визуальной частью, оставить только Sphere Collider. Теперь добавляем XR Simple Interactable. И нам необходимо добавить новый слой, потому что мы сейчас можем взаимодействовать с нашей менюшкой, если мы будем делать неправильно, всеми разными интеракторами, в том числе Ray-интерактором, Direct-интерактором. Нам необходимо взаимодействовать только взглядом. То есть мы будем делать следующее. Если наш игрок смотрит в направлении менюшки, то наш Gaze-интерактор в XR Interaction Toolkit будет нашу менюшку отображать. Как это делается? Давайте посмотрим. Нам нужно добавить, во-первых, Interaction Layer Mask. Добавляем новый слой, который называется Hand Ray. Добавили к нашей сфере. Удаляем все слои и добавляем только Hand Ray. Будем использовать Affordance System. Смотрите, можно, в принципе, взять Gaze Configuration и также поставить галочку
true. Это обязательно, потому что мы хотим смотреть на нашу менюшку и в зависимости от этого показывать ее. Поэтому обязательно gaze interaction, то есть взаимодействие взглядом, если по-русски. Можно использовать interactable events. Смотрите, можно взять hover ext и привязать, в принципе, действие включения или выключения менюшки. Но мы хотим плавно ее показывать, поэтому нам нужно XR interaction affordance state provider сюда предоставить. И наш interactable source это будет наша сфера. Вот отсюда сферу перетаскиваем. Игнорируем вообще все остальные эвенты с помощью вот этой галочки. И тут нам необходимо еще добавить float affordance receiver. Почему? Потому что у нашей Canvas Group есть альфа-канал. Это float. Для этого нам нужно добавить новый affordance theme, float affordance theme. Это будет тема, которая будет называться, допустим, hand affordance меню. Вот так. Вот мы добавили новую тему, и что у нас здесь есть? В списке элементов можно выбрать hover и поставить animation state равная единице. Когда мы наводимся animation state start value на нашу менюшку, наводимся вектором нашего gaze интерактора. Теперь давайте добавим вот эту тему сюда к нашей сфере. Для этого нам необходимо перенести сюда affordance theme datum, а также добавить XR interactable affordance state provider в качестве affordance state provider. И теперь, какое значение мы будем обновлять? Нам нужно передать hand menu вот сюда, наш canvas, и использовать canvas group alpha, динамическое значение. Таким образом, мы теперь можем менюшку открывать или, наоборот, закрывать плавненько. Нам нужно добавить наш gaze интерактор, то есть наш интерактор, который будет, по сути, являться вектором, указывающим направление нашей менюшки. Потому что сейчас наша сфера, вот эта, которая представляет голову из себя, она содержит в себе XR Interactable Affordance State Provider. Но ему необходимо, для gaze interaction необходимо знать, в каком направлении меню расположено сейчас. Мы это сейчас не отслеживаем. И чтобы это отслеживать, нам нужно добавить gaze интерактор дочерним элементом нашего объекта handMenuObject. Добавляем createEmpty, это будет gaze интерактор. И gaze интерактор, он из себя представляет достаточно простой игровой объект, это попросту XR gaze интерактор. Что будет внутри нашего интерактора? Во-первых, мы должны задать Interaction Layer Mask. Мы используем только Hand Ray, разделяем наши слои взаимодействия. Подожди-ка, оказывается, исходники к этому видео, а также эксклюзивные материалы есть у нас на сайте Киберкала. По ссылке в описании ты найдешь эксклюзивный интенсив VR мультиплеер Unity плюс Mirror. Начни вкладываться в технологии будущего уже сейчас. Теперь, самое главное — разместить наш gaze интерактор. Где он у нас расположен по умолчанию? Он у нас расположен где-то внизу. Нам необходимо его расположить рядом с нашей рукой, с нашим именно контроллером. Позицию XR контроллера возьмем и скопируем. Copy Position. И вставим в наш gaze интерактор. И вставляем Paste Position World. Вот, теперь видим, где наш gaze интерактор. Смотрите. Gaze интерактор и вообще вся система вот эта affordance, она работает относительно вектора z. Поэтому нам необходимо покрутить таким образом gaze интерактор, чтобы вектор z, он был нормалью к нашей поверхности вот этой. И чем этот вектор ближе к нашей менюшке расположен, тем лучше на самом деле. Либо к какому-то элементу интерфейса, чтобы наш игрок понимал, куда он смотрит и где будет меню у нас возникать. Я предлагаю использовать что-то вроде того. Но смотрите, в таком положении вектор у нас направлен вот на нас. Поэтому менюшка будет всегда показываться. И только когда мы будем руку крутить, менюшка будет убираться, что нам не нужно. Но сейчас давайте сделаем плейтест и посмотрим, правильно ли у нас меню вообще отображается. А затем исправим наш баг. Менюшка наша отображается, когда мы смотрим на нее, поворачиваем, она прекращает свое отображение. Видите, в чем фишка? Вот в таком положении нам нужно показывать меню, а мы показываем всегда. Что для того, чтобы нам изменить это поведение, нужно? Нам нужно наш вектор повернуть. Вот тот синий вектор gaze интерактора. Чтобы это проделать, нам попросту нужно пойти в Network Player Prefab, открыть наш gaze интерактор, посмотреть, куда направлен синий вот этот вектор Z, направить его в противоположном направлении. И также давайте еще раз проверим, как у нас эта менюшка работает, можно ли с ней взаимодействовать с помощью нашего тыка. И момент истины. Запускаем хост, Start Game, смотрим, менюшки нет. Поворачиваемся. И менюшка появляется. Но только в каком-то специфическом положении. Кстати, напиши в комментариях, используешь ли ты новую версию XR Interaction Toolkit. Итак, смотрим.
Можно также изменить размер сферы. Радиус сферы давайте зададим 0,5. 0,5, 0,5, 0,5. Возможно, из-за этого у нас менюшка плохо отображается. Оп, оп, все правильно. Теперь наша логика реализована корректно. Если тебе понравилось, поставь лайк и подпишись на канал. И смотрите, самое интересное, можем ли мы взаимодействовать тыком? Да, мы можем тыкать по элементам интерфейса и выбирать какие-то опции без использования нашего луча. Но лучом мы тоже можем наши элементы интерфейса использовать. При этом менюшка закрывается автоматически, и смотрите, насколько она плавно появляется и исчезает. Все параметры можно в XR Affordance провайдере настраивать. Смотрите, как это можно сделать. В качестве помощи вам я показываю, как можно настроить, например, время появления этой менюшки. Нам нужно взять и пойти в, например, нашу сферу. И в Affordance State провайдере можно, во-первых, задать кривую анимации. Это кривая, по которой наша менюшка будет отображаться. Можно S-образную кривую, можно вот такую параболу сделать. И время анимации можно также задать, если вас не устраивает стандартное значение в 0.25. Можно уменьшить, чтобы наша менюшка быстрее появлялась. Например, на 0.5, 0.15 давайте зададим. И с помощью этих параметров ты можешь легко и просто, без кода, создавать менюшки, которые открываются и появляются по взгляду и повороту, соответственно, в вашей руке. Всех благодарю за просмотр и напоминаю, что исходники, а также подписка на эти исходники доступны по ссылке в описании.